Значит, вторая лекция определяет законы связи между элементами сознания и элементами души. Значит, для того, чтобы развить и применить управляющее сновидение по технологии спасения, элементы сознания, значит, они должны быть связаны с элементами души по специальной технологии преобразования души, структуры души в структуры сознания. Значит, то есть процесс изначально идет от уровня души, который является уровнем создателя фактически. Значит, так вот, преобразование, значит, в сознание структуры души, это есть, так скажем, специальная технология, которая отражена на духовной основе, но она отражена в виде, так скажем, действия, которое духовная основа оказывает на сознание. Вот я делаю специальную детализацию и дробление каких, так скажем, понятий мира для того, чтобы здесь выявить сущность, вот вашу управляющую сущность, но выявить таким образом, чтобы вы уже имели управляющее сновидение, имели, например, при необходимости целительства, любые иррациональные техники, только от прослушивания уже этого материала. То есть, когда вы этот материал прослушиваете, информация так формируется вокруг вас, что вот существует так называемый мантровый принцип, значит, и по этому мантровому принципу вы фактически делаете. То есть, вы фактически значит, организовываете, значит, события. То есть, вот, когда передается знание от учителя ученику, то не все знания даются в виде слов. Но за некоторыми словами закрепляется статус управления. Так вот, то, что я сейчас проговаривал, это время, значит, в первой лекции, вот сейчас, в той части лекции, которая сейчас, это создание специального уровня информации вокруг вас, значит, которая создает, значит, ту среду, которая для вас наиболее оптимальна. Так вот, значит, когда речь идет о том, когда в бесконечное время, так скажем, смотрит взгляд, или вы сознанием осознаете это, то вы должны понимать, что здесь существует один простой факт, аксиоматический, что в любом случае разбираться со всеми явлениями реальности, так сказать, с людьми, там, с какими-то ситуациями, нужно через уровень созидания, так как время бесконечно, материя бесконечна, пространство бесконечно, все равно нужно договариваться, типа как в Узбекистане там делают чайхану, значит, все равно надо уметь на информации договариваться или там реально в событиях, не применять методов, значит, жестких каких-то воздействий, физического, например. Да, насильственного. Так вот, принцип этот заключается в том, что, значит, когда вы это знаете, то сразу становится понятным, как себя вести. То есть, предположим, даже если, там, сказать, внешние обстоятельства подталкивают на то, чтобы принять, какие-то методы, возможно, там, более жесткие, надо уметь из этой ситуации выйти уже информативно. Это вот понятие, типа, как бывает понятие чудо, там, некий информативно резкий рост, что вы внутренне перекидываете вверх все свои проблемы, получаете решение. То есть вы никого там не уничтожаете, никого не трогаете, но получили решение. На информации, да, вы можете там подвинуть, но физически зато никого не тронули там, или перешли к следующему шагу, или если есть прежние действия там отрицательные физически, вы их уладили, да, в информации, тогда вы можете развиваться, и ваша личность, она уже становится бесконечной. То есть вот здесь бесконечно в развитии, там, я так даю полное восстановление материи, то там вы уже увидите статус полного восстановления материи, где он находится. Значит, дело в том, что то, что было нужно на уровне создания духовной конструкции необходимой, в этом словесном статусе я заложил. Значит, задача такая, что прослушивать в первые разы, так скажем, эту вторую лекцию, не очень внедряясь в структуру словесной фазы. То есть вам в основном нужно иметь сформированный дух. Просто факт прослушивания. Да, значит, технология позже будет понятна и на словах.